Друзья, на связи Смарт. Я хотел бы вам показать поселок Кутузовка, Харьковская область. Этот поселок находился в оккупации. Здесь был русский мир. И те кадры, которые вы увидите здесь, вы увидите все то, что принес русский мир в этот поселок. Также перед началом видео я хотел бы вас попросить сделать подписку, поставить лайк. Кутузовка – это небольшой поселок с численностью населения 1184 человека. Поселок включает в себя товарные фермы «Агромол», объекты социальной сферы – это Кутузовская амбулатория, лицей, детский сад, дом культуры, библиотека и дом быта. Находится братская могила советских воинов, похороненные более 500 воинов. Для 22 года, во время вторжения России в Украину, село было оккупировано. А 30 апреля было уже освобождено вследствие контрнаступления вооруженных сил Украины. Наша история начинается с больших домиков 3-4 этажных зданий. В ходе обстрелов они очень сильно повреждены. Также разрушена котельня. У людей нет электричества, отопления. Вы увидите разрушенную школу, разрушенные дома, а также место, где находился штаб российских солдат. Когда они ушли, они даже побросали свои вещи. И там остались их вещи. Отсюда российская армия пыталась наступать на Харьков. И получала достойный отпор. По рассказам местных жителей, здесь было много сгоревшей техники, погибших солдат. Они обстреливали Харьков, а также захватить поселок Фрунзе и Элитное. Малой Рогане, так как там уже были серьезные бои. На этих кадрах вы можете увидеть сгоревший дом, внутри которого мы зашли. Здание очень сильно пострадало, и сейчас здесь никто не живет. Снарядов кирпичные дома очень сильно страдают, получая большие повреждения. Люди постепенно возвращаются сюда. Открываются магазины, овощи, фрукты. Здесь все это можно найти. Делена на две части: верхняя и нижняя. Верхняя часть Кутузовки пострадала очень сильно. Нижняя часть практически не пострадала. Вы местные, то вы понимаете, где находится нижняя часть поселка Кутузовки. Сильно пострадали аграрные предприятия. Нам посчастливилось снять это предприятие. Хозяин аграрного предприятия разрешил нам сделать очень хорошие кадры, чтобы показать вам всю боль происходящего здесь. Мы покажем во второй части нашего видео. В оккупации здесь находилось достаточно много людей. Дети, старики, женщины. Когда наши герои освободили поселок Кутузовка, после освобождения Кутузовки многих людей эвакуировали отсюда, так как здесь стало, говорится, очень жарко. Но были и те, кто пробовали прорваться в Харьков и сами своими силами. Люди попадали под обстрелы. Ужас, который происходил в действии. В кадрах вы можете увидеть разрушенный дом. К сожалению, люди потеряли жилье. Видите, что поселок Кутузовка попадал под удары градов, артиллерии. Но это не сломало наш народ и жителей этого поселка. Так бы я хотел, чтобы вы послушали, что нам рассказала местная жительница о происходящем здесь. К сожалению, она не захотела, чтобы я снимал ее лицо, так как многие люди не хотят, чтобы показывали их лица, к сожалению. Была тут и свекор был.
В подвалах, наверное. В этом подвале, слава богу, никого не было, но я знаю, что тут люди вылазили даже вот, с 3-го этажа, со 2-го, ну то есть вылазили. Бабушки старые. Ой-ой-ой. И здесь погибли, наверное, люди? Не, слава богу, погибших тут нет. Спасибо. Чтобы кто-то из вас тоже в комментариях поделился своей историей. Как вы пережили этот год войны? Эта война оставит глубокие шрамы. На кадрах видим комбинат бытового обслуживания. Но мне так кажется, что здесь просто пекли хлеб. Это хлебопекарня. Внутри находились печи и бочки для молока. По моему мнению, здесь пекли хлеб. Но если вы местный, то вы знаете, что это за здание. И хотелось бы, чтобы вы написали какие-то комментарии по этому поводу. В комбинате был штаб русских солдат. Здесь они спали, отдыхали, жили. Здесь вы можете увидеть много брошенных вещей. Много тарелок, граненых стаканов, просто ящиками. И говорят, что если ты не пьешь, значит ты не мужик. Естественно, они здесь выпивали очень сильно. И в больших количествах. По общению с людьми они приходили к людям, искали водку. Так было в Шестаково, так было в Старом Салтове, так было и здесь. Люди не заходят и не забирают ту посуду, которую они привезли с собой, потому что это им не нужно. Но сразу можно заметить, что когда они отступали, то отступали они в спешке, что не успев забрать эти вещи с собой. Просто некому было их уже забирать. Вот в таких антисанитарийных условиях они находились здесь. Тут они тоже обитали. О, сразу видно, что здесь они были. Сюда они, походу, в туалет ходили. Граненые стаканы. Посудка. Такое чувство, что не брали. Прямо отсюда. Идем дальше. Здесь все тоже разрушено. В принципе, ничего не делать. Верхние шмотки. Что заходить мы сюда не будем. Здесь они спали. Вокруг здания много побитых машин, даже с символикой Z. Эти машины они отбирали у местных. Когда я был в селе Шестаково, местные жители рассказывали, как у некоторых людей забрали машины,
для своего пользования. Поэтому не нужно говорить, что солдаты не грабили людей. И русские солдаты грабили людей. Но все зависело от того, какой человек приходит на нашу землю. То он и будет воровать, грабить, убивать. К сожалению, это война. И здесь таким людям находится место. Трагедия нашего народа. После комбината мы отправились к школе, где хотели посмотреть, что осталось от школы, и заснять эти кадры для вас. Попала в переход между корпусами. Но эту школу можно восстановить по сравнению со школой в Шестаково. Я помню, что от школы в селе Шестаково остались только одни руины. В окрестностях школы много разрушенных зданий. Это место подвергалось сильным обстрелам. Это вы можете увидеть на этих кадрах, снятые на дрон. Итак, это первая часть видео поселка Кутузовка. У меня еще осталось достаточно много видео для второй части. Что оставайтесь с нами на этом канале, и вы увидите вторую часть поселка Кутузовка, снятую на дрон, где мы покажем разрушенный агромол, разрушенное предприятие. Также хотелось бы попросить вас поставить палец вверх, подписаться на наш канал, все комментарии, и вы пишете мне, друзья. Всем нам мирного неба над головой и до связи. С вами был Смарт. Оставайтесь на связи, друзья. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.